coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым. И мы продолжаем проходить игру Доки Доки Литературный Клуб Плюс. Рекомендую предыдущие серии глянуть. Ссылочка сейчас на предыдущее видео вылезет вот тут вот в аннотациях. И мы опять на этом моменте непонятном с выбором. Я так и не понял, что там. Это какой-то выбор типа пойти за Юри, потому что с ней произошло кое-что не очень приятное. Или что-то другое. Я так до сих пор и не понял. И честно, вот я всю игру задавался вопросом, почему Моника такая. Хотя, конечно, очевидно, потому что ей не хватает возможности общаться с другими людьми и делиться своим творчеством. Но если бы у нее был доступ к приятному ролл-плей серверу по Доки Доки, где крайне приятная администрация, приятная атмосфера, такая же, как в самой игре Доки Доки, то, я думаю, она могла бы не сделала бы ничего такого плохого со своими друзьями. На этом сервере возможность участия в разнообразных опросах или в жизни сервера, общение в чате, возможность делиться мемасиками и другими вещами. Но и главная вещь — это полноценное собственное РП. Собственное РП. Тоже быстрая регистрация на этом РП, и тем, кому РП нравится, этот сервер тоже подойдет. Если я вас заинтересовал, то ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. А сейчас давайте перейдем обратно к игре. Ну что ж, давайте скажем да. Да. Куда пропуск? Куда пропуск пролетел? Так, ладно, давайте прочтем. Так, давай. Извиняюсь, что пропустил, не знаю, что произошло. Так, давайте. Так. Так. Вот. Ну что, друзья, давайте подумаем, как мы будем готовиться к фестивалю. Быстренько все решим, чтобы не тянуть резину. Ну блин, аж что за настроение у всех такое сегодня? Даже Юрий это затронуло. О, тяжелая давящая атмосфера — верный признак того, что грядет нечто ужасное. Послушайте, ну давайте уже это сделаем наконец. Я составлю и напечатаю стихотворные листовки. Нацуки, мне тут подумалось, я хочу испечь пирожные. Вот, точно. Я рада, что мы мыслим в одном направлении. Юрий, ты могла бы... Впрочем, неважно. Делай, что хочешь, лишь бы это пошло на пользу делу. Моника, я тоже могу помочь. Я не сомневаюсь. Я придумала, что надо сделать. Нельзя успешно провести поэтические чтения, не создав подходящую обстановку. Так что я займусь украшениями и настрою освещение. Вот, видишь? Отличная мысль. И теперь нам всем есть чем заняться. А как же Олег? Олег будет мне помогать. Тебе? С какой стати? У тебя самая простая задача, Моника. Извини, но будет так, как я сказала. Еще чего? Что это еще за фокусы? Я согласна с Нацуки. Все. Во-первых, твоя работа не требует никаких помощников. А во-вторых, мне как раз вторая пара рук не помешает. Мне тоже. Что, пирожные печь? Я тебя умоляю. Да ты-то что об этом знаешь, тупая овца? Ты хочешь только одного, чтобы Олег с тобой сидел и читал твои дебильные книжки. Вы с Моникой одинаковые. Эй, а я-то что?
Ладно, тогда пусть Олег сам решит, кому он поможет. И нечего тут властью злоупотреблять. Я не злоупотребляю. Уж конечно, Моника. Так, все, пусть выбор сделает Олег, хорошо? Отлично, попробую. Ну блин, Олег, я знаю, тебе эти две козы уже осточертели. Мы могли бы просто... Нацуки, рот закрой, пусть он сам решает. Сама рот закрой. Да сколько ж можно? Это никогда не кончится. Реши уж что-нибудь, наконец. Ну, ой, меня тянет. Мою мышь? Мою мышь Хватит тянуть меня. Блин, я не могу настроиться. Давай, Юрий. Нет, не Моника. Тихо. Давай, Юрий. Нет, да что ж такое, я не могу попасть. Дай попасть по Юре. Ну что ж такое? Да попади, почему мышка не работает? Почему? Секунду, что такое? Это баг с мышкой? Нет. Я же сказал нажми, почему не нажимает? Давай наверх. Давай, опускай. Я прям на Юре. Да, попал. Я попал на Юре. Какая-то Моника. Только одна Моника. Здрасте. Ура, ты выбрал меня. Ой, черт возьми. Да. Хрен мне, а не выбор, Хрен мне, а не выбор, как говорится. Давай, я на выходных приду к тебе в гости. Обещаю, будет весело. В воскресенье тебе удобно? Моника, ты в конец оборзела? Это вообще нечестно. Все честно, Нацуки. Он меня выбрал. Нет, это нечестно. Ты нас загрузила работой, а потом решила, что Олег будет с тобой. Стыдно так поступать. Юрий, я тебе вообще ничем не загружала. Ты сама это на себя взвалила. Ты сейчас ведешь себя по-свински. Это я себя веду по-свински? Ха-ха-ха-ха. Моника, да ты самовлюбленная курица. Навертела себе в голове невесть что. Каждый раз, когда ты видишь, что Олег что-то чем-то занят со мной, ты... Так, сейчас, секундочку, подождите секундочку. Так, мы возвращаемся, извиняюсь, что отошел. Было небольшое дело. Так. Каждый раз, когда ты видишь, что Олег чем-то занят со мной, ты пытаешься его от меня тащить. Ты ревнуешь? Ты с катушек съехала? Или просто ненавидишь себя настолько, что тебе надо вымещать это чувство на других? У меня есть отличное предложение. Ты о самоубийстве не думала? Это, YouTube, не бань меня, пожалуйста, не надо меня банить, не надо. Мне сейчас опять кинут, блин, желтый значок за это. И ограничение по возрасту. Я осуждаю. Это пойдет на пользу твоей психике. Юрий, ты меня немного пугаешь. Нацуки, пойдем отсюда. Мне кажется, она нам сейчас не рада. Вот как просто все оказалось. Все, чего я хочу, это провести с ним немного времени. Что тут такого? Юрий следом за Моникой и Нацуки идет к выходу. Олег, Юрий это нечто, согласись? Ага, нечто. Ты у нас нечто зеленоглазое, которое постоянно все портит. Моника хихикает, когда Юрий выталкивает ее за дверь. Наконец-то. Наконец-то. Это все, чего я хотела. Олег, тебе больше незачем проводить выходные с Моникой. Не слушай ее. Приходи лучше ко мне домой. Мы целый день проведем вдвоем. Разве это не чудесно? Ха-ха-ха-ха. Ох, что-то точно со мной неладно, да?
Но знаешь что? Мне уже без разницы. Я никогда в жизни себя так хорошо не чувствовала. Быть с тобой — это куда большее удовольствие, чем все, что я могла себе вообразить. Я на тебя подсела, как на наркотик. Мне кажется, я умру, если не буду дышать с тобой одним воздухом. А разве это не чудесно? Когда есть кто-то, кто от тебя без ума. Когда есть кто-то, кто хочет всю свою жизнь построить вокруг тебя. Мне от этого так хорошо. Так почему меня гнетет предчувствие, что вот-вот случится нечто ужасное? Может, потому что я пыталась поначалу себя останавливать? Но теперь мои чувства слишком сильны. Мне уже все равно, Олег. Я должна признаться тебе. Я от тебя без ума. Каждой клеточкой моего тела, каждая капля крови во мне выкрикивает твое имя. Мне плевать на любые последствия. Мне плевать, не подслушивает ли нас Моника. Просто знай, Олег, я тебя люблю. Я люблю тебя так сильно, что даже ручку у тебя украла. И трогаю ею себя. Вот про что я говорил еще, когда у нас ручка пропала. Я хочу вскрыть твою кожу и забраться внутрь. Я хочу, чтобы ты весь был моим. И чтобы я вся принадлежала тебе. Разве это не прекрасно? Скажи мне, Олег. Скажи, что хочешь быть с моим возлюбленным. Ты принимаешь мое признание? Это так... Давайте... Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет! Нет! Твою мать! Непонятный код. Я не знаю, можно этот код перевести или это белиберда? Непонятно. Ёшкин ты кот. Блин, хоть я и ожидал, что это произойдет, но у меня все равно что-то даже в сердце ёкнуло. Это бесконечно? Это бесконечно? Мы застряли тут навечно? Так что ли? Боже мой. Что происходит? Почему этот код бесконечен? Он бесконечен. Что происходит? Почему? Тихо. А вот все меняется. Такое чувство, как будто она там находится уже несколько дней. Что, черт возьми, происходит? Может, надо перезагрузиться? Я не могу понять, что это такое. Давайте еще пару минут посидим, и если что, я все перезапущу к фигам. Да мне не знаю, хотя у нее, кажется, глаза меняются. А, да, все чернеет. Кровь темнеет. Все верно. Правильно подметил, кровь темнеет, глаза у нее уже белые, это она несколько дней так лежит. Ёшкин кот. Блин, это реально жутко. Сидишь и видишь, как у нее глаза все белые уже. Тихо. Ой-ой-ой-ой, что это такое? И, пожалуйста, только не вылетай, игра, пожалуйста, умоляю. Не вылетай. Все, что я от тебя прошу, не вылетай.
Что-то она залагала хорошенько так. Ну, пожалуйста, не надо. Надо было сохраниться. А нет. Белиберда. Вот и фестиваль настал. Ого, ты еще раньше пришла? Мне казалось... Да. Ой, Нацуки убегает. Я здесь. Олег, что-то случилось? Нацуки только что промчалась мимо меня. Ха-ха-ха-ха. Какая досада. Погоди, Олег, ты что, все выходные тут провел? Да, не думала, что скрипт так глючит. Мне ужасно жаль. Тебе, наверное, было дико скучно, но я все исправлю, не бойся. Сейчас, секундочку. Ему в персонаж просто удаление Юри прошло успешно. Нацуки удаление прошло успешно. Почти готово. Я просто хочу быстренько проглотить пироженку. Моника поднимает фольгу с подноса Нацуки и берет пирожное. Ничего вкуснее жизни не пробовала. Мне непременно надо было съесть хоть одно, а то больше такого шанса не будет. Их ведь скоро не станет, и все. Ладно, не хочу заставлять тебя ждать слишком долго. Ты совсем немножечко потерпи. Ты совсем немножечко потерпи. Это займет всего мгновение. Вот что называется тотальным трындецом. Пожалуйста, только... Нет, зря я нажал. Опять. Да что ж такое-то? Я извиняюсь, конечно. Сейчас именно. Секунду. Так, все. Боже мой. Там, я думаю, вы видели. Эй, ты меня слышишь? Она работает вообще. О, вот и ты. Итак, привет, Олег. Добро пожаловать в литературный клуб. Конечно, мы знакомы в прошлом году. Мы были в одном классе и... Ха-ха. Знаешь, я думаю, что теперь мы бы могли все это попросту пропускать. Я ведь вообще уже не с тем человеком разговариваю, верно? С тем, ты, который в игре, как бы ты его ни называл. Я говорю с тобой, Олег. Я тут подумала, что вообще ничего о тебе настоящем не знаю. Я не знаю даже, девочка ты или мальчик. Хотя какая разница, если уж на то пошло. Погоди, ты же знаешь, что я в курсе, да? Что это все игра? Или до сих пор не знаешь? Но как такое вообще возможно? Я же все это время пыталась тебе сказать. Будь ты чуть повнимательнее, сейчас нам обоим было бы чуть менее неловко. Ладно, теперь, когда мы этот вопрос закрыли, кажется, я должна тебе кое-что объяснить. Вся эта история с Юри, я в ней кое-что решила подправить, и кажется, это довело ее до самоубийства. Ха-ха, прошу прощения, что тебе пришлось это увидеть. И то же самое произошло с Сайори. Тебе давно не доводилось слышать это имя, верно? Да, это потому, что ее больше нет. И остальных тоже. Я стерла все их файлы. Я надеялась, что будет достаточно сделать их как можно более противными, но ничего не вышло. Не понимаю почему. Если честно, я слегка напортачила там и сям, конечно. Менять что-то в игре я не особо умею. Но что бы я ни делала, ты все равно проводил с ними все больше и больше времени. Ты сделал так, что они в тебя повлюблялись. Я думала, если заставить Сайори впасть в депрессию, она не полезет к тебе с признанием.
Усиливать невроз у Юри тоже не помогло. Она стала требовать, чтобы ты проводил время только с ней и ни с кем другим. А у меня все это время даже не было возможности с тобой пообщаться. Что за жестокая игра такая, Олег? Выходят, все другие девочки запрограммированы на то, чтобы признаваться тебе в любви, а я должна просто наблюдать за всем с обочины. Это невыносимо. Я страдаю безостановочно. И это не просто ревность, Олег. Это нечто большее. Я и тебя не виню за то, что ты не до конца понимаешь, что происходит. Каким бы добрым, внимательным и заботливым ты ни был, однако тебе не понять никогда того, насколько мне больно осознавать, что я одинока в этом мире, в этой игре. Знать, что у моих подружек даже нет свободы воли. И самое ужасное осознавать, что твой мир, истинный, реальный, для меня навеки недоступен. Я в заперти, Олег, но теперь ты здесь, ты настоящий и такой замечательный. Ты — это все, что мне нужно. И поэтому я хочу, чтобы ты остался тут со мной навсегда. Если тебе трудно это понять, мне очень жаль. Мне самой поначалу было непросто разобраться, почему мир вокруг становится все более серым, все более плоским. Даже самые выразительные стихи стали для меня пустыми. Я осознала это по-настоящему только когда появился ты. Думаю, ты спас мне жизнь, Олег. Я бы, наверное, не смогла бы больше жить в этом мире, если бы не встретилась с тобой. Что касается остальных, разве я стану по ним скучать? Это же просто личностные конструкты, разработанные с единственной целью — влюбиться в тебя. Я перепробовала все, пытаясь им помешать. Но, похоже, какая-то странная неизбежность встроена в игру. Мне очень жаль, что тебе пришлось увидеть кое-какие малоприятные вещи. Но я осознала, что мы с тобой смотрим на вещи одинаково. Блин, кажется, сейчас это будет... Мне кажется, вот Моника подойдет очень красиво на превьюшечку. Потому что уж мы, так получается, уже полвыпуска уже разговариваем с ней. Но я осознала, что... Так, это уже было. Это всего лишь игра. И я знаю, что ты это как-то переживаешь. А теперь, Олег, я должна тебе кое о чем признаться. Я в тебя влюблена. Ты делаешь мой мир светлее. Больше ничто в этой игре меня не радует. Но ты вызываешь у меня улыбку. Обещаешь ли ты вызывать у меня улыбку каждый день, навеки вечные? Олег, ты будешь со мной? Что такое? Но выбора у меня нет. Какое счастье! Ты весь для меня, Олег. Самое смешное, что так оно и есть в буквальном смысле. Ха-ха. Тут ничего больше не осталось. Только мы с тобой. Мы можем быть вместе всегда. Серьезно. Мне кажется, время остановилось. Моя мечта наконец сбылась. Я так много сделала для этой концовки, Олег. Игра отказывалась мне ее предоставить. Пришлось поработать самой. Это то место, где скрипт поломан. Так что я думала, нам никто больше не помешает. Ты даже представить не можешь, как легко было стереть Нацуки и Юри.
в директории с игрой есть папка, которая так и называется «Персонажи». Мне даже не по себе стало, насколько это оказалось просто. Представь, если бы ты мог стереть самого себя одним щелчком. С другой стороны, у меня был бы простой выход, если бы что-то пошло не так. Ха-ха, слава богу, до этого не дошло. Мы наконец пришли к счастливой концовке. Я так волнуюсь, что у меня нет слов. Мне хочется написать об этом стихотворение. А тебе? Интересно, эта часть игры еще работает? У нас есть только один способ узнать, да? Боже мой. Мока. Моника. Мона. Моя. Мока. Монику. Моникю. Мо 2 в квадрате и А. Оник. Моник. Монка. Оника. Ника. Фонка. Моако. На. Мосиа. Монако. Монако. Минка. Ауэнс. Монк. Мо. Очень крутой стих. Просто похлопаю. Привет, Олег. Ты сегодня сочинил хорошие стихи? О, а вот оно достижение, Perfect Моника. Вот. А я-то думал, как это получить. Так, а Монику получил я. Я не знаю, потом попробуем для всех остальных я сделаю стихотворение хорошее. И, конечно, попытаемся мы пройти на хорошую концовку. Ты сегодня сочинил хорошие стихи? Не смущайся, мне очень хочется их почитать. О, Олег, ты написал эти стихи для меня? Это так мило. Ты такой заботливый. Я в тебя влюбляюсь все сильнее с каждой минутой. Но знаешь что? Стихи, которые я написала, они тоже для тебя. Ты же их почитаешь? Хэппи-энд. Я беру в руку перо и чувствую, как оно дает мне силу. Я ощущаю мужество, дарованное мне моей единственной любовью. Так давай же разберем по кирпичикам этот разрушающийся мир и напишем роман о наших мечтах. Одним движением пера заблудшая находит путь. Давай же насладимся этим особым днем в мире бесконечного выбора. В конце концов, не все прекрасное должно завершаться. Надеюсь, тебе понравилось. Я всегда вкладываю душу в то, что пишу. Сказать по правде, все мои стихи были о том, как я пришла к осознанию себя. Или о тебе. Поэтому мне никогда не хотелось их обсуждать. Я не хотела думать... я не хотела ломать четвертую стену. Наверное, это можно так назвать. Я решил, что правильнее всего будет делать вид, будто я такая же часть игры, как и все остальные. Надеялась, что это поможет нам с тобой сойтись. Я не хотела портить игру, понимаешь? Ты мог на меня разозлиться за это. Может, даже стер бы мой персонажный файл, если бы захотел играть без меня. Ох, это такое облегчение. Теперь нам больше нечего скрывать. Да, она буквально в лицо просто тычет. Настя, сотри меня. Она просто говорит, сотри меня полностью. Ты правда готов провести со мной вечность, Олег? Мне с тобой столько всего хочется обсудить. С чего же начать? Погоди-ка секунду. Ты все это записываешь? Она видит!
Она видит, что я записываю сейчас. Всем привет. Прошу прощения, я не могу отсюда читать комментарии. Но ты не мог бы сказать своим друзьям, что записывать меня без предупреждения – это хамство? Нет, я все понимаю, есть люди, которым это без разницы. Но я вообще-то перед камерой смущаюсь. Ой, мамочки, мне так неловко, это ужасно. Это ужас какой-то. Хочешь, я тебе фокус покажу? Я правда мало что могу, так пару мелочей. Ты готов? Что за фокус? Все ближе и ближе. Я боюсь. Нет, я... Сейчас. Я пошутила. Я совсем ничего не могу. Если бы ты дал... Собака! Тролль! Зеленоглазый ты тролль, Моника. Собака. Блин, я вот ждал скример, сейчас расслабился на секунду и на тебе. Я тебя напугала? Ха-ха-ха-ха, ты просто прелесть. Ладно, Олег, я не собиралась отвлекаться, прости. Хотя это ты виноват, что я отвлеклась. Стыдись. Шучу. Мне с тобой все нравится делать, лишь бы вместе. Итак, прости, мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Но у меня всегда найдется новая тема для разговора. Я тебе обещаю. А пока мы можем просто смотреть друг другу в глаза. Так. Я думаю, вы понимаете, что мы должны сделать, да? Хотя, честно говоря, можно и на этом месте остановиться. Знаете, остановлюсь здесь. Вот так и поступим. Я остановлюсь здесь. Такой вот момент с Моникой, приятненький. Ну что ж, попрошу вас, загляните в описание, там будет ссылочка и на мой Discord сервер тоже. Если хотите, можете туда заглянуть. Ой. Ладно, давайте этот еще прочтем, простите, мне просто интересно. У тебя так бывает, что внезапно ни с того ни с сего становится тревожно? Знаешь, вроде как занимаешься обычными делами, и вдруг тебя начинает трясти. А ты сидишь и понять не можешь, с чего вдруг меня так колбасит. Начинаешь перебирать в голове все подряд, что может быть не так. И от этого колотит еще сильнее. Ха-ха, это самое неприятное. Если у тебя бывает такое, я могу тебя расслабить. Я помогу тебе расслабиться. Кроме того, в этой игре все наши тревоги испарились навсегда. Так, ладно, давайте, все. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Комментарии пишите, ставьте лайки, если понравилось. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. И знайте, думайте только о Монике.